Итак, Привет. я дождалась Джуна, и мы вышли покушать. Вообще хотим успеть в японские такие ресторанчики с японской едой, но не знаем, успеем ли, потому что идти долго, а в 8 у них последний заказ они принимают, а время 7:40. Не знаю, короче, но постараемся. Погода классная, я даже приоделась. I made it through everything I never thought I would. Hell and back, now I'm here and it just feels so good. We're alive, we can breathe, now let's break some rules. It's time to jump, time to scream, can we act like fools? I deserve a little bit of fun. You and I until the sun comes up. I deserve a little bit of fun. Let me feel a million breeze by. Make me forget everything that haunts. Мы хорошо покушали и теперь возвращаемся домой к делам. Уже стемнело. Ребята, что-то я решила включить камеру, пока крашусь. Это не будет видео о макияже, как я крашусь и так далее. Я не буду ничего объяснять. Я хотела сказать о другом. Не знаю, почему, пока красилась, мне это пришло в голову, но недавно в одном из видео я говорила о том, что меня кое-что расстроило. А именно расстроило то, что на Фейсбуке англоязычные пользователи, писали про нас какую-то фигню. Есть какая-то закрытая группа на Фейсбуке, и там не очень много тысяч человек, но есть. И, в общем, туда выставили нашу фотографию, типа наши парочки и так далее. И в комментариях под постом одна девушка темнокожая написала полнейшую ахинею. И, собственно, именно этой ахинеи скрины мне прислала другая девушка, англоговорящая, подруга, которая состояла в этой группе. И эта подруга также защищала нас в комментариях к этому посту, вообще какому-то дебильному, вернее, не к посту, а к комментариям в нем. И, собственно, мне девушка прислала эти скрины. Когда я прочитала, я, конечно, была в шоке. Если вкратце, то это девушка, которую я даже не знаю, понятия не имею, кто это. Я поняла, что она должна писать книги с той ахинеей, которую она написала. Во-первых, она написала о том, что Джун был женат и у него есть дети. Это сразу, я вот просто думаю, вот читающие это люди и те, которые верят. Вот ну как в такое ахинею вообще можно поверить? Ребята, Джун по меркам Кореи очень молодой человек. И поверьте мне, когда мы встретились 3 года назад, он был еще моложе. К тому же он прилетел ко мне первый раз из Америки. В Америке он учился и работал. И, конечно же, никакой семьи, никаких детей у Джуна не было, нету и будут только со мной. И, конечно, в это поверили. Какая-то девушка, я ответила там, также англоязычная, и, собственно, началось. И в конце от этой темнокожей девушки пошла еще ахинея о том, что я ей писала, что она меня один раз послала, потом я ей писала еще раз и просила у нее взаймы денег, чтобы улететь из Кореи. И что, типа, это было 4 года назад. Ребята, мы познакомились с Джуном 3 года назад. Так, просто, к слову. И я просто думаю, господи, вот зачем ты придумаешь какие-то небылицы о людях, которых ты даже не знаешь. Я, естественно, нашла эту группу на Фейсбуке. Она закрытая группа, туда, естественно, я вступать не собираюсь, мне это не надо. И так как я видела
имя этой девушки темнокожей, я нашла ее на этом фейсбуке, но ничего не стала писать, потому что в тот момент мы с Джуном думали, стоит ли подавать на нее в суд, потому что если бы не люди, которые в это поверили, я бы не думала об этом. Но в Корее есть закон о кибербуллинге и вообще о всех, она же врет. Собственно, я могу на нее подать в суд, который я, естественно, выиграю, потому что это полнейшая неправда. На самом деле, я уже когда-то давно читала какую-то ахинею о нас, но тогда все было не настолько плохо, а тут девушка, прям завралась ради какой-то, я не знаю, чтобы на нее обратили внимание, что ли. То есть... настолько, что я еще кому-то пишу и прошу деньги на самолет из Кореи, чтобы улететь. Ребята, в Корею я прилетела первый раз с Джуном в декабре 2019 года. Тогда мы целый месяц были здесь и знакомились со всей семьей Джуна. Собственно, после этого мы в этот же месяц тут расписались, поженились и улетели в Россию в конце 2019 года и встречали новый 2020 год в России, после чего мы прожили в России 3 месяца и улетели жить в Корею, и все. И я думаю, люди, которые верят в такую брехню, неужели у вас нету собственных мозгов, которыми вы можете зайти на наш канал, на котором видео просто, чуть ли реально не с нашего момента знакомства. Это вот такая ахинея, на самом деле я думала подавать в суд, а потом думаю, она вообще в Америке. Она не в Корее даже, она даже не жена какого-то корейца, насколько я поняла. Она живет в Америке. И как вообще я ей писала еще что-то, это такой вред. И я просто хочу сказать всем вам, что, ребята, не верьте во всякую чепуху. Пожалуйста, имейте свою голову на плечах, которой можно подумать, осмыслить и сделать свой собственный вывод. Люди в интернете пишут очень много всякой ахинеи, лишь бы как-то заявить о себе. Все дело в зависти, в собственной неуверенности в себе. Поэтому... Честно, когда я это прочитала первый раз, мне было очень как-то тошно на душе, потому что, это вранье, оно хуже всего, что я могла читать, и поэтому я правда думала, что подавать в суд, потому что, настолько охеревшим быть, это не дело. Но у нас была подготовка к свадьбе и так далее, и я поняла, что если я не отпущу эту ситуацию, то я буду очень неспокойна все это время, поэтому я... решила, что путь дорожка, когда-нибудь ее кто-нибудь накажет за такой длинный, бессовестный язык. Поэтому, ребята, думайте своей головой и не верьте во всякую брехню. Ну что, ребята, проведем сегодняшний день вместе. Сначала мы отправились отведать вкуснейшего японского рамена. Погода на улице была просто потрясающая после дождя. Мы приехали в место, которое открылось совсем недавно, и нам было интересно, что же там за вкус. Мне понравилось, что дают одноразовые палочки. Вот что мы заказали. У меня был обычный рамен. Он оказался очень вкусным. Единственное, что я не очень люблю мясо в этих раменах, но бульон обожаю. А у Джуна уже был такой острый рамен, и я попробовала. Мне было очень остро, если честно. Также после того, как вы съели всю лапшу, в этом месте можно бесплатно попросить рис. Потом мы пошли гулять и увидели вот такое красивое место. Пока мы шли по этой аллее, было очень много красивых мест и локаций для фото. Мы, конечно, попытались сделать что-нибудь интересненькое, даже прыгали, бегали, но не знаю, получились ли у нас какие-нибудь красивые фотографии, но сердце было классное. Еще была очень красивая машина в каких-то цветах. Естественно, эти цветы были искусственные, но все равно круто. Также после еды, конечно же, нужно выпить чего-нибудь вкусненького. Поэтому мы с Джуном зашли в кафе и сидели на улице, наслаждались. У меня был грейпфрутовый эйд, а у Джуна кофе. В Корее очень редко увидишь семью аж с 3 детьми.
После этого мы отправились в торговый центр, конечно же, зашли в Apple, чтобы поглядеть на всякие ништячки. Все дорого. Еще у нас был купон на 100 тысяч вон, я сразу и пошла тратить в Гуччи. Накупила себе всякого, и еще нам в Гуччи дали, представляете, 10 тысяч вон просто так. Мы ходили, в общем-то, смотрели всякие классности и, конечно же, покушали вкусняшки напоследок и уже ехали домой. Я, конечно, уже уставшая, но счастливая. Дома нас встречал Собик, моя попрыгушка, игрушка. Мы купили соус для карри, конечно же, лейс. О да, много лейса, он еще был по скидке, супер. И мои покупочки, тушь, помада для губ и карандаш для губ. Это было просто в подарок, по-моему, гель для душа, еще что-то, а также духи, пробники. Ну что, я вчера заказала очень много всего на Купанге. И сейчас, ну не очень много всего, и не только я, и Джун тоже. И сейчас мы с вами будем открывать и смотреть, что же в этих посылках. Сама даже не знаю, что где что. Начнем, наверное, вот с этой. Ой, это не мое, это Джуна. Это штаны он себе взял. Далее, я не знаю, все ли мое вообще пришло, но сейчас будем открывать. Ну, во-первых, мои кроссовки белые совсем уже стали плохие, хотя я их покупала не так давно. И я нашла на Купанге какие-то прям дешевенькие, единственное, у них не было отзывов, и я об этом узнала только когда уже заказала, но в итоге они пришли, и смотрите, отличные, прекрасные просто. Ой, такие еще легкие. На один сезон за там что-то, мне кажется, 14 тысяч вон, что ли, это очень дешево. Да. Выглядят они 이거 얼마야? вот так вот. Иго? 14,000 won. 이야, 대박이다. Кроссовки отличные. Не знаю только про размер. О, размер тоже немножко даже большеват, но зато с носком будет нормально. Еще зашнуровать. Итак, еще я очень хотела себе на лето всякие такие шлепки, но знаете, не вот эти вот спортивные такие, а немножко поженственнее, так сказать. Я, конечно, смотрела у многих брендов и так далее. А вчера мы заходили куда, по-моему, в Balenciaga, там были прикольные очень такие шлепки, но стоили они $800. Я с горя решила полазить по Купангу, решила, что ладно, хоть что-то на сезончик поищу. И в итоге нашла... Блин, а почему у меня 39 размер пришел? Объясните мне. У меня не 39 размер. Хотя по размеру все правильно. У меня 37-й. Короче, я купила... Понятия не имею, что это за бренд. Купила вот такие шлепушки. Просто когда быстро надеть, и чтобы были не позорные. Мне кажется, отлично. Здесь у нас вот такие. Батареи нет, блин. Вот так вот. Еще я хотела найти какие-нибудь черненькие. Поэтому я все еще в поисках. И еще мы взяли фильтр для нашего очистителя воздуха.